Здорово! Вы смотрите гайд по игре Mortal Kombat XL на персонажа Трайберг с вариацией Кибер Сабзира. В этом обучающем видео я раскрою вам все особенности и хитрости данного чара, основанные на моем игровом опыте за долгое время, начиная с фреймдаты и заканчивая сложными сеттапами. Спросите, почему Киберсаб? Потому что это мой мейн, а еще это один из самых непопулярных и недооцененных персонажей в игре, особенно в Рашке. Но на то есть свои причины. Когда состоялся релиз Mortal Kombat XL на консолях, вариация Кибер Сабзира была самая топовая из всех четырех. Но в первом же патче его слегка уничтожили, забрав возможность комбить в айсбол, порезав урон в комбах с дайвкиком и дроном и не слабо ухудшив простые нормалы, в результате чего он стал практически неиграбельным и все, кто на нем сидели, оставили его в прошлом. Но спустя какое-то время, а именно 4 октября, вышел баланс патч, который внес большие изменения в игру. Если вкратце, больше нет арморных лаунчеров и поломанных чаров. А это несомненно плюс для Киберсаба, так как у него никогда не было арморных лаунчеров, да и в тир-листе он был где-то возле дна. Плюс нашему холодильнику вернули возможность комбить основной стринг в айсбол. Теперь Киберсаб занимает достойное место в тир-листе, находясь в позиции мид, а то и выше. Ну да ладно, меньше трёпов, переходим непосредственно к изучению. Итак, что же из себя представляет КСЗ? Это супермобильный пацан с хорошими нормалами и разнообразными опциями, которые в углу могут устроить настоящий ад. Разберемся по порядку. Бэкдэш. Бэкдэш у Киберсаба один из лучших в игре. Быстрый, рейнджовый и вдобавок уклоняется от лоу, проджектайлов и слайдов. 1. Быстрый 7-фреймовый джеб, тип удара хай, средний рейнджа, средний рекавер. Лучше всего применяется для наказания небольших минусов на блоке. Также при хорошем тайминге годится как антиэйр. F1. Один из лучших мувов в игре, благодаря своей рейнже и быстрому старту в 8 фреймов. Тип удара хай, хорошо применяется в нейтрале, но еще лучше наказывает минуса, которые пушбачат на блоке. B1. Долгий, но довольно рейнджовый оверхедный комбо-стартер. 2. Ничем не примечательный 10-фреймовый хай, за исключением того, что продолжается в плюсовый стрим. F2. Очень рейнджовый хай со стартом в 14 фреймов. Неплохая опция на средней дистанции. На хите хард нокдаун на блоке плюс 2, но спамить откровенно нельзя. Из-за долгого восстановления на вифе огребается по полной. Также сосулька не имеет хитбокса и при хорошем контроле дистанции может пробить клона. B2. Оверхед с откатом назад. Тратит одну полоску стамины. Во время отката удар можно заменить на любой спешл. На хите выполняет функцию NGP, на блоке минус 10, то есть небезопасен. Можно применять на вейпанишах и в комбах, также усиливается дроном. 3. 9-фреймовый хай, нигде особо не используется. F3. 17-фреймовый лоу подкат с рейнджой примерно в 3-4 экрана. Упор на блоке минус 20 на максимальном расстоянии примерно минус 8. Применяется как альтернатива слайду, более медленный, зато более безопасный. B3. 16-фреймовый лоу комбо стартер с неплохой рейнджой. 4. 11-фреймовый хай, отличительная особенность высокий хитбокс. Самый дамаговый комбо стартер, но при этом самый неиспользуемый, потому что удар хорошо тречит воздух, но не цель перед собой. Зато успешно применяется в джаглах, так как удерживает в воздухе дольше других нормалов. Можно использовать как антиэйр, но со стартом в 11 фреймов делать надо на опережение, зато перебивает почти все. F4. 10-фреймовое колено, единственный мид у Киберсаба. B4. Отсекам. D1. 7-фреймовая пока, с ужасно долгим восстановлением и минимальным преимуществом на хите в 8 фреймов. D3. 8-фреймовая лоу пока с долгим восстановлением и минимальной рейнджой. D4. 13-фреймовая хрень с минимальной рейнджой, вообще нигде не используется. D2. Обычный 8-фреймовый апперкот, за исключением того, что по непонятной причине хай проджектайлы випают во время активных кадров D2. Нейтрал Jumping Punch, NGP с довольно долгим стартапом в 12 фреймов и особым хитбоксом. Используется в комбах, а также чтобы разводить покающих противников, так как рейнджа сосули достает чуть ли не до земли. Но только если противник находится перед вами, во всех остальных случаях он обычно вифает и даже иногда лоу профайлит. 1.1.1. Серия с самым быстрым стартом. Все три удара имеют небольшой минус на блоке. В айсбол комбится только третий.
1-1-1-2 плюсовый стринг используется в прессинге и как комбо-эндер в углу, чтобы начать сетап. Чем выше занокдаунили противника, тем больше преимущества получаем. И отменяется спешл. На хите как нокдаун на блоке плюс 2. Перед последним ударом есть дыра. 1-1-4 стринг с затяжным третьим ударом. Также используется в прессинге и в комбах. В углу комбится лайтбол на мидскрине в X-луч. На блоке плюс 2. Перед последним ударом большая дыра примерно в 7 фреймов, иногда випает по сидячим. 2-1-3 стринг для разводок с фрейм-трапами. 2-1 имеет быстрый рекавер и плюс 2 на блоке. Используется в комбах и прессинге. Если противник лезет после 2-1, то стринг можно доделать до конца в 2-1-3. На хите хард нокдаун на блоке минус 1. Перед последним ударом есть дыра. F1-3-1 продвигающая вперед серия. Второй удар лоу и комбится вайсбол. Третий удар на мидскрине комбится только в слайд. В углу в X-луч. Оба удара небезопасные на блоке. Можно отменять как случ, но это тоже небезопасно. F1-2 безопасный стринг, подкидывающий на джагл. На мидскрине комбится только в слайд. В углу фулл комба. На блоке плюс 2. Перед вторым ударом есть дыра. Можно усилить дроном. B1-2 плюс 4 оверхедный стринг. На хите нокдаун и смена стороны. На блоке минус 11. Можно за 1 метр заморозить противника и продолжить комбу. Усиляется дроном. F3-4 продолжение слайда. Можно задерживать. На блоке минус 10. B3-U4 еще один стринг, подкидывающий на джагл. Очень небезопасный на блоке. Лучше всего применять после заморозки. B3-D4-U3 сейфовый стринг. Бьет лоу-лоу, оверхед мид. Отменить спешл можно только после первого удара. На хите нокдаун и смена стороны. На блоке минус 6. Также B3-D4 используется в трапах. F4-3 в основном используется в комбах в сочетании с дайвкиком. При удачном расположении угла F4-3 можно скомбить до 4 раз. Второй удар хай, плюс дыра, так что спамить этой стрингой очень небезопасно. На блоке плюс 2. 2-1-2 самый неюзабельный стринг. Нельзя отменить спешл. На блоке минус 1 перед последним ударом есть дыра. Усиляется дроном. Айсбол. Комбящий хай проджектайл. Обладает гораздо быстрым стартапом и рекавери в сравнении с айсболом обычного саба. Можно использовать как зонинг, но против адекватных зонеров не вариант. Айсбол наказывается как на старте, так и на блоке. Гарантированно комбится после 1-1-1, F1-3 и 4. В остальных случаях зависит от расстояния и положения противника. Основные миксапы F4 mid, B1 overhead и B3 low комбятся только в упор. Связано это с тем, что удары отталкивают оппонента и айсбол летит дольше. Плюс есть некоторые нюансы, например, overhead комбится только по сидячему оппоненту. B3 наоборот комбится только по стоячему. Против женских персонажей еще больше маразма. Например, против Китаны лоу комбится только если она ставит блок. Но есть и хорошие новости. В углу комбится все, всегда и на всех. Экзобый луч. Сильный спешл. Используется как зонинг, антиэр и сейфовый эндер. Сейфовый в кавычках. Не является проджектайлом. Это значит, что его нельзя зарефлектить, но можно поглотить. Также под ним можно присесть. Из-за быстрого стартапа и полета луча реагировать на него крайне сложно. Но если сбить каст, то луч исчезнет. Антиэрить им довольно просто, но есть персонажи, которые обходят его луч. Это персонажи с горизонтальными телепортами и воздушными дилеями. На блоке минус 9 и пушбэк. Наказать это могут буквально несколько персонажей в ростере. Сам Трибор, Кожаный маньяк и Рептилия. Дайвкик. Тот самый спешл, который дает киберсабу такую бешеную мобильность, наряду со слайдом. Используется как воздушный кэнсел в комбах и для перемещения. Дайвкик киберсаба имеет средний стартап, быстрое восстановление, большой минус на блоке, но с небольшим пушбэком, что осложняет наказание. На хите не комбится. Но поскольку у киберсаба есть стринги, поднимающие его в воздух, дайвкик становится неотъемлемой частью комбинации. Также имеет два типа направления – дальний и ближний.
Используем дальний, чтобы быстро сокращать дистанцию, и ближний, чтобы комбить и разводить, когда соперник ждет дайв-кик в блок. Но есть один неприятный минус. Дайв-кик скелет комбу, причем скеллинг стакается. Вот пример. Замораживаем соперника. Делаем апперкот. Видим, что урон с апперкота 11,90. Опять замораживаем, но на этот раз подпалим дайв-киком. Опять апперкот, и что мы видим? Теперь апперкот снял всего 8,68%. Поэтому лишний раз лучше не делать дайв-кик в комбах для перемещения, лучше использовать слайд. Экзовый дайв-кик в основном используется как комбо-эндер, но можно использовать и в сетапах, улучшается дроном. Слайд. Полностью такой же, как у обычного саба, стартап 9 фреймов и минус 22 на блоке. Используется для быстрого перемещения под проджектайлами либо на вейке, если наглость позволяет. Экзовый слайд единственный арморный спешл у киберсаба. В отличие от обычного саба, не перекидывает через себя на хите. Бомбы – инструмент для трапов, иногда используется как антизонинг. Можно кидать ближнюю, среднюю и дальнюю. Уровень хита – лоу. Стартап бомбы с момента нажатия 15 фреймов, восстановление 33 фрейма и активируется через 106 фреймов. В основном сетапится в углу. Экзовая бомба такая же по фреймдате, как и обычная, но вместо взрыва оставляет на своем месте ледяную лужу на 3 секунды, которая при касании станет противника. Обе версии можно усилить дроном. Дроны. Спешл, который никто никогда не использует. А зря, ведь он значительно бустит некоторые нормалы спешл киберсаба. Это может быть повышение урона, а также изменение свойства удара. Дроны вызываются по одному, максимум можно вызвать 3. Экзовая версия вызывает сразу 3 дрона. Стартап одиночного вызова 41 фрейм, тройного 45 фреймов. Вызов дрона скелет комбо, так же как и дайв-кик. После того, как вызвали дрона, нажимаем и удерживаем кнопку, на которую делается усиляемый нормал или спешл. В данном случае это 1. Рассмотрим спешл стринги, которым дроны дают урон, на примере айсбола. Пока противник находится в замороженном состоянии, его жизнь уменьшается на 1% примерно каждые полсекунды. Чем больше ждем, тем больше урона ему натикает, максимум 5%. Важно знать, что урон является чистым, то есть он не скелет комбу. Пример. Делаем обычную заморозку и апперкот. Урон с апперкота 11,90%. Общий урон 12%. Теперь делаем усиленную заморозку. Ждем апперкот. И снова 11,90%. Но теперь общий урон 17%. Но если наделать в комбе дайв-киков и прочих скеллящих ударов и завершить усиленной заморозкой, то эти 5% заскелятся. Поэтому есть смысл использовать дроны в комбе как можно раньше. Тот же самый принцип у остальных усиленных спешалов, которым дроны дают урон. Экзовый луч, экзовый дайв-кик, обычная бомба, экзовая. P1 2+4. Теперь нормовые стринги с измененными свойствами. Усиленный B2. Больше не имеет свойства NGP, и на блоке было минус 10, а стало плюс 2. F1.2. При усилении второй удар подкидывает противника выше, что позволяет выйти на комбу даже на мид-скрине. 2.1.2. Теперь последний удар отменяется в спешл. Можно использовать в редких случаях, чтобы запутать противника, так как после удара нокдаун минимален настолько, что даже отлежаться нормально не получится. И наконец X-Ray. X-Ray является парри, так же как у Sony и обычного саба. Можно задерживать. В упор парит все, но если отойти на небольшое расстояние, то нет. Можно нажать 2, чтобы не ждать нападения от противника и напасть самому. Также можно использовать в комбах, на блоке плюс 8. С нормалами и спешалами разобрались, переходим к комбинациям.
В нейтральной игре ваши действия должны зависеть от возможностей вашего соперника. Если противник не имеет зонинга и антизонинга, то не надо стрематься, начинаем активно спамить проджектайлами. Противник напоролся, подбегаем и заводим комбу. Бомбу спамить не советую, ибо мало кто на это покупается. Зато есть смысл комбинировать айсбол и бомбы. Например, если бросить бомбу под ноги сопернику, то он с большой вероятностью начнет прыгать. На этом его и наказываем. Также можно бросать ближнюю бомбу. Если соперник не успел среагировать, то он уже вряд ли побежит на вас. Пользуемся этим моментом. Если же противник имеет ТП или быстрые проджектайлы, то нам придется бегать за ним. Но для киберсаба это не проблема. Пока у нас есть слайд и дайв-кик, ни один зонер не должен заставить нас париться. Просто летаем за ним по всей карте и активно используем X-луч. Теперь о так называемых трапах. Основная фишка трапа в том, чтобы дать почти одновременно оверхед и лоу. Это называется hardblockable. В данном случае дайв-кик оверхед, а бомба лоу. Блокирующему дается маленькое окно, чтобы заблокировать сначала одно, потом другое. Насколько будет маленькое окно, зависит только от вашего тайминга. Все комбы на мидскрине лучше заканчивать слайдом, ибо после него нельзя ролиться. Это дает вам возможность кинуть бомбу и начать трапить. С F2 такое не провернешь, так как противник будет ролиться и уйдет с зоны поражения бомбы. Используем F2 только чтобы забить соперника в угол. Вот мы и добрались до угла. Здесь киберсап раскрывает всю свою силу. Итак, разберем дефолтную ситуацию. Противник фарт-нокдаун, не кинули бомбу, далее следует несколько вариантов развития событий. Первый. Противник вейкается. В этом случае надо просто ждать и наказывать. Второе. Противник выпрыгивает. В этом случае делаем НЖП. Комбим и ресетим ситуацию. Третье. Противник отлеживается или просто встает в блоке. Тут мы должны лезть. Понятное дело, не все так просто. Мы должны угадывать, что предпримет соперник. Если вы каким-то образом заставили соперника уважать, вот варианты, как можно его развлечь. Став с дайв-киком. Став с броском. Самый дамаговый сетап с оверхедом. Если ситуация позволяет, то можно использовать больше дронов и метров для достижения большего урона. Наконец, самый максимальный урон. Для этого вам нужно всего лишь угол, 3 дрона, 3 метра, сидячий оппонент и самое главное не дропнуть. Экзовые бомбы мало полезны. Если кидать под себя, то соперник просто не побежит к вам, а если кинуть под него, то он заблочит ее как обычную бомбу, а метр просто так сливать не круто. Можно повыпендриваться, делая подобные вещи, но это неэффективно. Теперь рассмотрим некоторые матчапы. Персонажи с долгим однохитовым армором можно вообще не выпускать из угла, например Дивора. Если завели комбу без заморозки, то можно в конце отменить в бомбу. Этот сетап не оставляет шансов на эскейп. В худшем случае она просто заблочит и останется в углу. Похожая ситуация у Предатора. Не считая вариации воин, в ней у него имеется плюсовый армор, но с ограниченной рейнджой. В этом случае можно откатиться назад с бомбой, удар вихнет и можно наказывать. Если он не вейкается, то скорее всего прыгнет. Тут его ловим антиэйром. Ну а если он блочит, то делаем по таймингу инстант дайв-кик. Но бывают персонажи, у которых есть сейфовый и рейнджовый армор, например Тремор. Мы загоняем его в угол, он вейкается с лэмом, который минус 7 на блоке, уносит нас хрен знает куда и все, он сейфово вышел из угла. В этом случае делаем отпрыжку назад и наказываем полной комбой.
Плюс у него однохитовый армор с долгим стартом, а значит его можно перебить. Также бывают сейфовые двуххитовые арморы, которые нельзя перепрыгнуть, например Кенши. После патча игроки за Кенши часто злоупотребляют этим спешалом, а значит его легко байтить на вейп. Просто перепрыгиваем его и улетаем дефкиком, сразу подбегаем и наказываем на вифе. Также можно засетапить раннюю бомбу, тогда он напорится на нее после вейкапа. Но есть чары, против которых Киберсабу особенно грустно. Это персонажи с сейфовыми и инвульными телепортами. Против них угол почти бесполезен. Кибер Сабзиро является одним из самых быстрых, сложных и техничных персонажей в игре. В сочетании с хорошими нормалами и разнообразными опциями Киберсаб способен навязать свою игру практически в любом матчапе. Но у него есть один весомый минус – это отсутствие безопасных опций. Почти каждое движение можно наказать, поэтому у него всегда риск – цена победы. Если вы не боитесь сложного освоения и цените мобильность и техничность больше, чем гарантии и поломов, этот персонаж создан для вас. Это был гайд на Киберсабу, спасибо за просмотр.